Всем огромный привет, друзья! Сегодня рецепт приготовления ароматной курицы в сковороде. Готовится довольно быстро, выходит вкусно, с румяной корочкой, нежное мясо внутри и вдобавок молочно-сметанный соус, который придает ей приятный нежный аромат и вкус. Так что давайте будем готовить. Для этой цели нужна курица. У меня такая курочка домашняя. Буду ее разрезать. Железу я уже вырезала. И теперь со стороны спинки вырежу хребет. Он, в принципе, там на нем мяса нету. Для того, чтобы курочку так можно было легче распластать. Очень легко это делать кухонными ножницами. Все удаляю. Теперь разворачиваю тушку курицы. Удаляю все лишнее. Все, что мешает. Теперь переворачиваю на другую сторону, разворачиваю. И так как мы будем готовить ее в сковороде, чтобы она имела более плоскую такую поверхность, надо немножко отбить. Но отбивать по суставах. По костям бить не надо, именно по суставам. Если вы будете отбивать по костям, то косточки трубчатые у нее внутри и будет много осколков, поэтому только по суставам. Немножко можно отбить еще дополнительно по грудке. Теперь сверху присаливаю таким небольшим количеством соли, втираю соль с одной стороны и с другой стороны. На этом этапе специй добавлять никаких не буду, мариновать тоже курицу не буду. Просто посолили и отправляем на сковороду, для того, чтобы специи не пригорели. На сковороду отправляю ложки 3 растительного масла, огонь минимальный и кожей вниз укладываю курицу на сковороду. Теперь, чтобы она хорошо равномерно поджарилась, надо поставить груз. Тарелку сверху в миску налила воды. Можно использовать гирьку или просто кастрюлю с водой, без разницы. И теперь на одной стороне на медленном огне, ниже среднего, обжариваю ровно 15 минут. Огонь минимальный, так чтобы ничего не пригорело. Переворачиваю на другую сторону и теперь опять 15 минут с другой стороны. Прошло, получается, полчаса. Снимаю груз, тарелку и теперь горсть чеснока у меня замороженный, так как сейчас не сезон, еще молодого нету, а уже прошлогодний уже пришел в негодность, поэтому замораживаю. На канале есть видео, если интересно. Такие зубчики 1-2 минуты находятся в помещении, они оттаивают и очень легко их нарезать. Где-то головка чеснока я взяла. Если вы не любите чеснок, можете не добавлять его вообще, или там 1-2 зубчика по своему вкусу. Нарезаю небольшими кубиками. И теперь отправляю курочки в сковородку. Огонь постоянно ниже среднего. И теперь на этом этапе я буду добавлять специи, кориандр и специи для курицы. И для соуса нужен стакан молока, в который я добавляю разбавленную сметану с водой. Тут у меня 3 столовых ложки сметаны. Я добавила буквально миллилитров 100 воды. Размешала, чтобы не было комочков. Все смешала, молоко со сметаной. И заливаю курицу. Курица будет тушиться в этом таком сливочном молочно-сметанном соусе, будет очень мягкая, нежная. Переворачиваю курицу на другую сторону и теперь добавляю приправы. Приправа у меня своя домашняя для курицы, где-то столовую ложку. На канале тоже есть видео, как я ее готовлю. Можете добавлять любые специи по своему вкусу, ваши любимые, которые вы используете для приготовления курицы. Чайная ложка кориандра зернышками,
перемалываю в ступке, так специи будут иметь более такой насыщенный аромат, если их перемолоть непосредственно перед использованием. Накрываю крышкой. Курицу мы будем переворачивать несколько раз с одной стороны на другую. И накрываю крышкой. Когда закипело, убавляю огонь на минимальный и курицу тушу до готовности, чтобы она стала мягкой внутри, хорошо проготовилась. У меня это заняло час, потому что курица домашняя. Если курица покупная, естественно, времени будет меньше. И вот уже в конце приготовления у меня горсть базилика и несколько веточек петрушки. Я измельчаю, и уже в конце приготовления, вот для придания такой свежести и аромата, за 5 минут до окончания варки переворачиваю последний раз курицу. За все время тушения ее в этом соусе я ее переворачивала 4 раза. Вот присыпаю свежей зеленью и еще буквально 3-5 минут, и можно подавать к столу. Курочка уже проготовилась, имеет вот такой праздничный, красивый, аппетитный вид с румяной корочкой. В миску наливаю вот этот соус, в котором она тушилась, и мы будем кушать, уже обмакивая кусочки курочки в этот же соус. Очень вкусное, ароматное, друзья, получается. Попробуйте приготовить. Как вариант, очень довольно неплохой. Курица красивая, аппетитная на вид, не стыдно подать и на праздничный стол, без запекания, у кого нету духовки. Это как палочка-выручалочка. Или не хочется запекать, а хочется приготовить вот каким-то другим способом. Вот как вариант очень неплохой. Молочно-сметанный соус, в котором тушилась курица, придал мясу очень нежную сливочную такую структуру, а специи, свежая зелень, приятный аромат. Все готовилось в сковороде. Вот так обмакиваем в этом соусе кусочки мяса. Очень получается, друзья, вкусные, сочные курица. Обязательно попробуйте приготовить по такому рецепту. Уверена, что вам понравится. Ну а мне остается надеяться, что вы будете готовить по этому рецепту. На этом я с вами прощаюсь. Всем пока и всем до новых встреч. С вами была Виктория. Пока-пока. До новых интересных видео. Не забывайте подписываться на мой канал, оставлять свои комментарии, лайки. Пока-пока.